Это ресторан просто. А вот там дальше немецкие катакомбы. Это какая-то кусок. Бетонный. Наверное, Гитлер тут сидел. Сейчас будет экскурсия. Чего-нибудь расскажут и покажут. Детей полно. Тепло, хорошо. Перекусила немножко. Капустняку. Суп из капусты. Куриная. Мяско. Капустняк. Почему такое название «Волчье логово»? В начале своей политической карьеры Адольф Гитлер принимает псевдоним «Господин Волк», «Герр Волк». И поэтому тут «Волчье логово», на Украине под границей «Волкодав», а в Бельгии, во Франции квартиры под названием «Волчья нора 1» и «Волчья нора 2». Слышим, везде было использовано слово «волк», «волк». А почему Гитлер хотел иметь свою штаб-квартиру главную тут, в этом месте? Наверное, мы знаем все очень хорошо. Адольф Гитлер хотел реализовать операцию «Барбаросса». Это значит напасть на Советский Союз. Для специалистов из своего генерального штаба он приказал, чтобы они искали такое место, которое бы было недалеко границы с Советским Союзом. И этот лес ему очень понравился. Этот лес ему очень подошел. Почему? Потому что так, этот лес, земли вокруг, это когда-то была Восточная Пруссия. Восточная Пруссия принадлежала тогда для Третьего рейха. Это были земли, которые принадлежали к немцам. Да? Старый мешанный большой лес, 800 гектаров, со всех сторон окружен озерами и болотами. Так что стратегически очень хорошее место, тяжело было подойти. И еще важным элементом, почему выбрали именно этот лес. Через середину этого леса пробегала железнодорожная дорога. Железнодорожная дорога, которая была тут построена уже в 1907 году. И эта железнодорожная дорога, она соединялась с дорогой, которая соединяла Берлин с Кёнигсбергом, почти 900 километров. Так что первый раз своим специальным поездом, бронированным поездом «Америка» Адольф Гитлер в Волчье логово прибывает в 1941 году 24 июня. 2 дня после того, как его армия начинает реализовать операцию «Барбаросса». А позднюю осенью 1940 года организация под названием ОД начинает официальное строительство в Волчьем логове. Была пущена информация, что тут будут строить химические заклады Аскани, чтобы никто ни о чем плохом не подозревал. Да? Так что в течение 6 месяцев эта квартира была подготовлена на прием Адольфа Гитлера. Но оказывается, что строительство здесь длилось еще потом 4 года, а в течение 4 лет тут было построено почти 200 разных построек. Так что маленький самостоятельный городок, 7 тяжелых бункеров, бомбоубежищ, и тоже тут были адъютантуры, гаражи, тут была сауна, кинозал, лазарет, тоже был парикмахерская, тут тоже была железнодорожная станция, а на ней тоже стоял приготовлен поезд Адольфа Гитлера, который был подготовлен в каждую минуту отсюда уехать, если только бы этого Адольф Гитлер захотел. Во второй зоне маленький аэродром, а 5 километров дальше от второй зоны был построен главный аэродром для Адольфа Гитлера, военный аэродром. Так что маленький самостоятельный городок, и да, конечно, лес 800 гектаров, но на нужды квартиры Адольфа Гитлера было подготовлено 250 гектаров. Так что мы сегодня 250 гектаров пройдем, но нет, не переживайте, нет.
Эти 250 гектаров, они были поделены на 3 зоны. Мы сегодня прогуляемся по первой зоне, которая была в северной части. Вот эта стена очень красивая, маскируется. Видите, что дерево, что эта стена совершенно одинаково. Сделана из песка, травы морской. И с годами она... Потом красили ее в серый цвет. Видите, маскировочная какая стена. Там фильтры какие-то находились, воздуха, по-видимому. Здесь была служба безопасности. На первом этаже были гаражи. И если что-то вдруг случалось, сразу же эвакуация была. Серое здание. Это номер 1. Сверху засыпали землей, сажали деревья, цветы. Там была земля на крыше. Это маскировочное все было, чтобы сверху самолетом нельзя было увидеть. Что тоже это здание, это буква Г, Г, буква Г, да, русская Г, такая. Потому что там тоже еще имеем одну часть, а то, что уже тут пристройки такие, ну это уже теперь построили, да. Тут рецепция будет для отеля. Сделали да, ремонт, тоже но во время войны война его не тронула. Так что только сделано просто внутри ремонт. Гитлер доволен, а как вы думаете, если он видит, и там он есть, или там, как поляки теперь на нем зарабатывают? Я так громко не говорю, чтобы мои неви, чтобы не услышали. А почему мы тут остановились? Обратите внимание, вы, наверное, будете смотреть. Молодежь, они идут вперед, они ничего не смотрят. Но уже когда приезжают люди, которым эта тема интересна, они тоже смотрят, в каком они лесу гуляют. Хотя тут деревья увидите, деревья дуба. Ну и тут посмотрите тоже, какие идут, какие красивые тоже растут сосны. Для поляки эти сосны говорят сосна таборская. Оказывается, в 16 веке королева очень хотела иметь материал такого дерева, это я видела. потому что хотела, чтобы ее мачты в ее кораблях были сделаны из такой сосны. Она, видим, растет 30-40 метров вверх, и она... Этот дуб обнимает сосну. Оказывается, во Франции для Наполеона тоже привезли, Надо же. чтобы... Сосна огромная. Ну, как сказать, И дуб. Рукастый. Семена, чтобы вырастить такую сосну, ну или спели, этого уже не написали, этим соснам тут больше 100 лет, так что если бы эти деревья могли бы разговаривать, они, наверное, много интересного могли бы нам рассказать. Но и тоже обратите внимание, да, мы свою историю записали. Говорим, что вот этот дуб, это Адольф Гитлер, ну, плохое сравнение. А Эва Браун, это сосна. И посмотрите, как красиво эти ветки Да. дуба, они, да, Ева Браун эту сосну. и Гитлер. Сравнение не очень хорошее. Адольфа Гитлера с таким красивым деревом. Но Эва Браун тогда была тоже очень красивой женщиной. Когда они знакомятся, ей только 17 лет, ему только 40. В волчьем логове Эва Браун никогда не была. Она как птичка в золотой клетке сидела в Бергах и ждала, когда туда Адольф Гитлер приедет. Ну и Дерево сделано. Талант какой надо, да? так что тут когда-то был главный вход в первую зону, тут когда-то был шлагбаум, поэтому тут теперь видим эти скульптуры, да, служб безопасности, охранники. Через шлагбаум прошли. А эти скульптуры потом тоже, вот вы сидели на лавочках, каждый год в сентябре тут одну неделю отбывается такой конкурс. Вот тут на эту площадку привозят большие Бревна. бревна, да.
И потом такой пилой Хускварна, Штиль, это все они вырезают. Да, вырезают. Так некрасиво звучит, вырезают. Там вырезают, и тут вырезают. Так очень некрасиво звучит. Ну хорошо, возвращаемся опять к Гитлеру. Наверное, вы слышали, Адольф Гитлер убеждал, война с Советским Союзом, операция «Барбаросса» будет длиться только 3 месяца. Это будет блицкриг, волна молнии. И когда в Волчьем логове эта организация Фрица Тода под названием ОТ начинает строительство, первая фаза строительства тут разберут и вывезут, поставят там, где будет какая-то нужда. Поставлены тоже легкие убежища из бетона, которых толщина стены была только 2-метровая. Но проигрыш под Москвой в 41-м, под Сталининградом в 43-м. Войны конца нет. И в 42 году в Волчьем логове начинается вторая фаза строительства – укрепление. Эти деревянные бараки были укреплены. Так что мы должны представить, что первоначально был этот барак деревянный. А потом в 42 году со всех сторон он был окружен стеной из кирпича, и тоже бетоновое покрытие, такая крыша была сделана. И это были офисы, предназначенные для служб безопасности. Но в Волчьем логове жило и работало 150 персональной охраны Адольфа Гитлера. Самый маленький мужчина, который был в сетке. А эти сетки были сделаны из огнеупорного материала, и там были элементы, имитирующие природу. Элементы листочек или травы. Оказывается, когда делалось строительство, не все деревья они вырубали. Часть деревьев На крышах крюки. Сажали в деревянные корзины и тогда пересажали на крыши зданий, где очень хорошо эти деревья росли. А часть деревьев после строительства возвращалась в свои ямы. Оказывается, всей маскировочной работой в Волчьем логове занималась фирма из Штутгарта Зайденспиннер. Они несколько раз в год летали над Волчьим логовом, сверху сделали фотографии. А потом смотрели, где какой маскировки не хватает, и направляли ошибки. Но мы имеем 44 год, война еще длится. И в Волчьем логове начинается 3-я фаза строительства. Но чтобы об этой фазе строительства рассказать, лучше стоять возле такого здания, которое было в это время построено. Так что немножко подождем. Да? Если бы могли говорить, наверное, бы что-то нам рассказали. Проволоки вросли в дерево. Проволоки для маскировки. Это 3-й объект. Ну и теперь спросите, что такого интересного я хочу вам тут показать. Из этого здания ничего не осталось, да. Это организация Фрица Тода. В течение 4 лет строит около 200 зданий, но в течение одной ночи они хотят это все разрушить. Как им удалось или нет, это уже вы сами увидите. Ну а это место, почему мы тут остановились? Может, вы смотрели фильм под названием «Валькирия» или с Томом Крузом, или немецкую версию. Этот фильм нам очень хорошо показывает, рассказывает историю, которая когда-то случилась в этом здании. В 1944 году, 20 июля, полковник Клаушен-Граф фон Штауфенберг совершил покушение на жизнь Адольфа Гитлера. Так что он прилетает. Да, это было здесь, в этом здании. Здесь было покушение? Да, здесь было покушение, поэтому это место такое важное, да, так и вот там даже вот вы сели, а там есть табличка. А я вот хорошо, что в этом месте Штауфенберг оставил свою сумку с бомбой. Так что Штауфенберг прибывает. Да, она чуть не взорвалась. Нет, Дана нашла теплое местечко. Метод-то теплый. И сумки он имеет бомбы с химическим законом.
когда Штауфенберг прибывает в Волчье логово, он Бомба был тёплая была? проинформирован, что место встречи и тоже время встречи этого совещания в этот день было изменено. Все совещания, они отбывались в бункере Адольфа Гитлера, в тяжелом бункере. Но в это время как раз в этом бункере были какие-то проблемы с вентиляционной техникой, поэтому Адольф Гитлер совещание переносит в барак совещаний. Тоже было время изменено, потому что в Волчье логово в этот день должен был прибыть Бенито Муссолини, диктатор Италии. Так что Штауфенберг просит, чтобы ему где-то разрешили поменять рубашку, потому что он 2 часа летел из Берлина перед своим фюрером, он хотел показаться, да, чистеньким, но это был только претекст, да. Оказывается, он специально себе тоже тут сделал рамку, чтобы его рубашка была грязная, испачкалась, да. Так что он получил комнату в бункере фельдмаршала Кайзера, там меняет рубашку, а в это время его адъютант активирует бомбы. Успел только одну, потому что кто-то постучал в дверь, информировал Штауфенберга, что все на него уже ждут тут в зале совещания. Так что Штауфенберг приходит, он сумку оставляет под столом, это было где-то от Адольфа Гитлера 1,5 метра, и говорит, что и он ждет на важный телефон из Берлина. Это был опять только нет, не претекст, как по-русски? Предлог, вот предлог, спасибо, предлог. Это был предлог. Он опускает комнату, он спешит в автомобиль, в котором на него ждал уже его адъютант, и когда они едут в сторону аэропорта, Штауфенберг слышит, как в этом здании эксплодировала бомба. Так что он был убежден, что Адольф Гитлер убит. С такой мыслью он отсюда уезжает. Они по дороге выбрасывают вторую бомбу, которую не успели активировать. Долетают до Берлина. В Берлине оглашают переворот военный под криптонимом «Валькирия», но уже в полночь Штауфенберг, Вернер фон Гефен и еще 2 офицера были арестованы, и той же ночью они были расстреляны. Такое впечатление, что здесь внизу бункер. Может быть и так. Есть, слушай, вот, да. Есть.